Всем привет! Сегодня у нас очередной выпуск будней сервиса. В гостях Skoda Yeti с мотором 1.2 TSI. Я думаю, многие знают, мотор цепной, оснащен турбиной, ТНВД, бензиновый к тому же. Вот. И проблема стара как мир. Очень-очень громко работает мотор. Сейчас запустим, покажу. Это жесткарь вообще. Причем сначала был еще звон цепи, и сейчас идет отчетливый постоянный стук. Проверим уровень масла. Ниже минимума. Я думаю, что цепь у нас растянута 100%, и, скорее всего, она стучит. Но есть еще один нюанс. У нас здесь установлен ТНВД, который имеет привод от распредвала, то есть кулачок толкает, плунжерная система, и, соответственно, так создается давление. Сейчас я немножко разберу, какие-то кадры вам покажем. Единственный момент, у нас проверка положения распредвала находится здесь, нам необходимо будет вот этот патрубок демонтировать. Ну а коленвал пока снять нельзя будет, но он там в блоке, специальная приспособа вкручивается, поэтому все вам постараемся показать. Короче, вскрываю потихоньку цепь. И потихоньку тут пребываю в шоке. Во-первых, взгляните на цепь, слабину. Это масляный насос. Цепь на насос. Тоже слабая. Так, и хотел маслоприемник показать. Смотрите, что за жесть. Внутри маслоприемник. Там какая-то стружка, непонятные какие-то инородные тела, куски герметика, скорее всего. Такую штуку бы я все-таки поменял. Попробуем ее, конечно, отмыть, но не знаю. И поддон. Посмотрите, вот на переднюю часть двигателя, точнее, вот у нас тут прям стружка. Вот, струганина в поддоне. Вообще жесть. А крупная такая достаточно. Вот здесь стружка видна. Да, с низким давлением масла и с низким уровнем масла ездить чревато. Сейчас, друзья, еще машину опустим, я вам сверху покажу, как там цепь вообще не натянута, то есть и как метки не перескочили, мне очень интересно. Один момент по поводу стопора коленвала, он у нас очень схож на реношный, здесь у нас располагается заглушка, отсюда будет выходить приспособа и упираться в противовес коленвала, где есть соответствующий скос. То есть вот так по часовой стрелке я доверну коленвал, и сделаю пунк, упор на приспособу. Я думаю, мы это, если успеем, заснимем. Кстати, по разбору мало. У нас подкрылок только демонтирован, приводной ремень, один ролик, скинул поддон, приемную трубу открутил. Взгляните на натяжной. Он чуть-чуть прокрутил, кстати, полегче цепи стало. Но тут жесть, она вон вся болтается. Это, конечно, очень-очень плохо. Причем до этого я пока мотор не крутил, у меня натяжитель вообще болтался. Сейчас ему стало немного легче. Ну да ладно. Еще хотел показать по поводу того, где у нас фиксируется распредвал. Вот у нас специальное отверстие, куда мы будем вкручивать приспособу, которая будет фиксировать распредвал. Так, друзья, мы продолжаем. Как только мы скинем цепь, обязательно сравним длину, покажем вам. Ну и звезды тоже будем менять. По цепи маслонасоса пока непонятно, ее в комплекте я сейчас не увидел. Сейчас будем также связываться с клиентом. Итак, мы готовы демонтировать крышку. Сальник обязательно к замене. Сальник будет новый. Опа, смотрите, как цепь шлепала здесь по крышке. Вот этот алюминий. Я так полагаю, вот это должен быть полный круг. Такая индикационная штука, чтобы цепь начала стучать, и люди вовремя меняли. И что мы здесь видим? Так, смотрим. Натяжной успокоитель, натяжной башмак, точнее, вообще отвалился. Интересно, да? Вот он у меня сейчас в руке останется. Забавно. Фиксацию сломала. Сверху, я так полагаю, сейчас глянет, тоже должна быть какая-то фиксация. И он упал вниз. Соответственно, натяжения цепи нет. Смотрите, как тут все разбирается. Прикольно.
Ничего не откручивал. Ой, звезде тоже плохо. Звездец. Звездочка, да, явно подточилась. Ладно, сейчас сниму старую цепь, и мы с вами сравним по длине. Мне всегда интересно, как вот микрончики, да, в каждом звене, износ по микрончику, и в общей длине это может дать там сантиметр, 2, а то, наверное, и 3. Ладно, сейчас снимем. Так, друзья, мы все сняли. Цепь сняли. Единственное, что звезду распредвал я еще не скинул. Ну, сейчас без нее нормальный кадр. Ну, во-первых, как я обещал, давайте сравним по длине цепи. Понятно, что это сравнение будет такое условное, но, тем не менее, я думаю, наглядно будет видно. Сейчас сделаем сверху их. Сверху более-менее ровно. Снизу мы видим, как у нас старая цепь провисает, да? Но сверху ровно. Ну вот еще раз, вот они лежат, сверху явно ровно, снизу у нас старая цепь вытянута, это понятно. Успокоитель тут вообще непонятно, натяжной башмак. Что-то его тут вообще побило, покорежило, он перестал фиксироваться, стопоры сломало, чтобы он не съезжал. Вот как новый выглядит, все зафиксировано, защелки на месте, то есть он у нас не пружинит, он не елозит, естественно. Вот этот не успел сломать, он у нас малонагруженный элемент. Поэтому так, звезду косяков много. Плюс она очень туго шла. Пришлось ее прям съемником как следует цеплять, чтобы демонтировать. Ну, ее обязательно к замене. Она также стачивается. Вот сейчас видно, да? Зубья насколько тоньше стали. Новый натяжитель, новые болты. Так, прокладка новая у нас под, по-моему, вот сюда она ставится. Если память не изменяет. Так, и новая сливная пробка в комплекте шла. Все болты на крышку. То есть оригинальный комплект, очень-очень приятный. Ну а сейчас пойдет нудная, мерзкая, никому не любимая работа. Это все дело замывать, заказывать цепь маслонасоса. Кстати, это обязательно сейчас тоже поменять, она мне очень не понравилась. Ну и плюс, счищать старый герметик, это тоже жесть. Погнали. Так, друзья, установили новую цепь, новый успокоитель, новую цепь маслонасоса. Все готово, в принципе, к сборке. Но хочу рассказать один интересный нюанс по поводу звездочки коленвала. Менять ее обязательно, она изношена просто капец. Но в некоторых источниках написано, что она меняется только с коленвалом. Но также есть источники, где ее стягивают и напрессовывают обратно. Пришлось немного повозиться. Ну, стянуть проблем нет, у меня съемники очень хорошие, но повозились мы с приспособой, которая ее туда задавит аккуратненько, так как бить ни в коем случае нельзя, иначе полукольца коленвала можно смять, и это чревато выходом из строя в будущем двигателя. Ну, прям уж не выхода, конечно, но проблемы будут. Шестерня не имеет шпонки. Шестерня не поджимается в конечном итоге шкивом. Шестерня сидит просто за счет натяжения на коленвал. Вот у нас установлена новая шестерня, и сюда установим сальник, да, и сверху сюда на коленвал будет упираться шкив коленвала. Соответственно, никакого прижима на шестерню не будет. Я-то как заядлый реношник, я привык к тому, что шестерни и звезды у нас не имеют шпонок, но там прижим идет шкивами, всегда идет прижим шкивом. Здесь идет просто тупо натяжение шестерни на коленвал. К такому я не привык. Я понимаю, что в принципе это нормально. В принципе нагрузки сильно на нее не будет. Плюс расширение коленвала и так далее. Но все равно вот это чувство, оно... То, что у тебя шестерня никак не закреплена, ты ее туда напрессовал, как, скажем, внутреннюю обойму подшипника на ступицу. И страх такой животный немного есть. Хочется все-таки шпоночку какую-нибудь маленькую. Ладно, мы к вам, друзья, вернемся, когда уже будем запускать мотор. Напомню, здесь мы еще заменим приводной ремень, установим новый, натяжной ролик, ну, стойки стабилизатора новые поставили, но я думаю, это вам не очень интересно. Тут больше акцент, конечно, на цепь. Какой звукан был, сколько было стружки в моторе. Плюс мне не нравится, что весь мотор нахрен залит маслом. Возможно, тут ему капец. Напомню, что машина приехала с жестким стуком цепи. Меньше минимум уровень масла. Антифриза по уровню не было. Как этот мотор живой до сих пор, я не понимаю. Может, уже и не живой. Друзья, совсем забыл. Я обещал показать, как проверить метки. Ну, фазы. Правильно мы установили или нет. У нас стопор выглядит вот таким образом. Важна длина от упора болта до конца
упоры противовеса на коленвалу. И сверху сейчас я опущу машину и покажу стопор распредвала. Мы возвращаемся в левую часть мотора по ходу движения. И нас интересует, вот так выглядит стопор распредвала. Он фиксируется на родной болт, встает в родной паз в распредвале. Сейчас выкручиваем болт. Вот демонтируем стопор. Делаем... Так, сейчас. Заходит он туда прям очень плотненько, чтобы исключить. Вот так он выглядит. У нас имеется смещение прорези на распредвале. То есть, если посмотреть на бок распредвала, у нас вот такой круг. И со смещением от центра прорезь, чтобы мы в правильном положении зафиксировали распредвал. Соответственно, и вот это отверстие должно попасть в отверстие в клапанной крышке. Так, делаем пару оборотов, возвращаем стопор коленвал, упираем коленвал и проверяем, войдет ли у нас приспособа в нужное место. Я сделал один оборот целый и второй не до конца оборот докрутил. Сейчас мы вкручиваем стопор коленвала в блок, упираем коленвал по часовой стрелке до характерного щелчка и проверяем метку на распредвале путем монтажа приспособы. Так, теперь проверяем. Именно проверяем. Монтируем приспособу. Попадаем в прорезь. Ну, мы видим, что мы свободно можем наживить болт в резьбу. Это говорит о том, что у нас фазы сейчас идеальны. Перед тем, как приступать к сборке мотора, я думаю, возникнут вопросы, в каком положении звезду коленвала нужно напрессовывать на коленвал. Я сейчас объясню, что особого смысла ловить этот момент нет. Объясню почему. Смотрите, в чем прикол. Вот у нас коленвал. Вот мы напрессовали звезду на коленвал в любом положении. Вот у нас поршень в верхней мертвой точке. Да? Вот у нас распредвал и успокоитель. Раз. Вот у нас распредвал, звезда распредвала. Ну и, соответственно, идет цепь по успокоителям на коленвал. Это правый успокоитель, это левый, который периодически имеет слабину. Звезда распредвала сначала не затягивается. Шестерня коленвала, неважно в каком положении. Важно, что у нас противовес на коленвалу уперт в стопор. И важно, что распредвал у нас зафиксирован нашей приспособой. Положение цепи относительно шестерни и относительно шкива коленвала, и относительно распредвала и шестерни распредвала, оно не важно. Мы просто напрессовываем шестерню, затем в ослабленном состоянии, с новой цепью, с новой верхней звездой, мы затягиваем натяжной механизм нужным моментом. Компенсация цепи происходит, а распредвал и коленвал в это время жестко застопорены. То есть вот эти легкие положения, которые мы могли сбить, когда снимали и одевали шестерню, нам вообще не важны, потому что все компенсируется тем, что на шестерне распредвала нет шпонки. И когда мы натягиваем ее, идет компенсация натяжения цепи, метки так и остаются, потому что жестко закреплен коленвал и распредвал. И, соответственно, мы спокойно затягиваем после натяжения болт звезды распредвала. Я думаю, понятно. Так, друзья, я сделал несколько прокруток в холостую стартером, чтобы давление масла поднялось, потому что цепь меняли все-таки, фильтр, все пусто, всю ночь стоял, истекало. Ну, не ночь. Несколько часов без поддона машины было, стекает очень много масла. Сейчас делаем первый полноценный пуск. Поэтому слушаем. Работает гораздо мягче, но ТНВД я слышу. Сейчас давайте сравним звук до и после. Сейчас Петр нам сделает кадры.
Это же скар вообще. Ну, тут, конечно, еще предстоит проверить ТНВД. Я, конечно, порекомендую вскрыть, хотя бы посмотреть пятак. Но, думаю, до этого не дойдет дело. Хозяин что-то не очень склонен к ремонту всего автомобиля. Друзья, на этом у меня все. Благодарю всех за внимание. Не забывайте ставить лайки. И куча полезной информации в ссылках всегда в описании есть. Сейчас холостой ход упал. Стал вообще тихо работать. Идеально просто. Друзья, сейчас заказ снаряд у вас появится на экране. Сколько это удовольствие вышло человеку. Всем пока.